Привет! Какое самое большое чудо в истории Иерусалима? Сегодня мы здесь, в городе Давида, чтобы рассказать вам эту невероятную историю. Историю ужасной войны и великого чуда. Итак, давайте вернемся во времени примерно на 3000 лет назад, когда народ Израиля был разделен на две части. На севере 10 колен Израилевых образовали Израильское царство, а на юге колено Иуды и колено Беньямина образовали царство Иудея со столицей в Иерусалиме. В 740 году до нашей эры Ассирийская империя начинает подчинять и уничтожать народ Израиля. 10 колен Израилевых были пленены и отправлены в изгнание. Самая страшная армия того времени под предводительством ассирийского царя Сенахериба надвигалась на Иерусалим. Иудеей в то время правил царь Эзекия, и перед ним встает большой вопрос: что он должен сделать, чтобы защитить город, последний свободный оплот народа Израиля? Он разрабатывает большой план укрепления города и, что самое важное, строительство скрытой системы водоснабжения. Итак, давайте переместимся на 2700 лет назад. Итак, мы сейчас в более раннем туннеле, построенном еще иевусеями 3800 лет назад. Этот туннель предоставлял жителям Иевуса, а впоследствии Иерусалима, доступ к воде. В древние времена доступ к воде был буквально вопросом жизни и смерти. Водоснабжение Иерусалима осуществлялось за счет источника Гихон. Вода отводилась в этот бассейн, куда женщины спускались и набирали воду в кувшины и возвращались в город. Часть воды отводилась по водоводам за пределы города, и там орошалось сельскохозяйственные угодья. Это была очень хорошо работающая система, но у нее был один недостаток. Вода уходила из города. И это означало, что если ассирийцы осадили бы город, они также получили бы доступ к воде. Итак, Иезекия блокирует источники воды, которые были за пределами города, и создает новый туннель, который проходит под Иерусалимом и заканчивается в водоеме внутри городских стен. Таким образом, и доступ к источнику, и резервуар воды находились внутри городских стен, и снаружи к ним не было никакого доступа. Что самое невероятное, что эта система, которой 2700 лет, работает до сих пор. Итак, мы заходим в ручей из реки. Когда начинает, вода такое пахнет, приключение вообще. Знаете, просто невероятные положительные эмоции. Обычно туннели копаются в одном направлении, но этот строился не так. У царя Иезекии не было времени, чтобы убыстрить процесс. Туннель начали строить с двух сторон, двигаясь навстречу друг другу. Предположительно, люди сверху стучали чем-то по мостовой, чтобы строители не сбились с направления.
Туннель был построен. Но вопрос в том, было ли это достаточно, чтобы спасти Иерусалим. Понимая, что он, царь Иудеи, должен сделать все возможное, чтобы спасти Иерусалим, Иезекия предлагает Сеннахерибу выкуп, чтобы город не был атакован и разрушен. Иезекия берет сокровища Иерусалимского храма, самое ценное, что было в Иерусалиме, и отправляет все это Сеннахерибу. Тот принимает сокровища, но заявляет, что все это недостаточно. Ассирийские воины окружают город, и перед тем, как осадить Иерусалим, они проводят психологическую атаку. Один из военачальников Сеннахериба обратился к жителям Иерусалима на арамейском языке. «Слушайте слова великого царя, царя Ассирии. Не позволяйте Иезекии обманывать вас, потому что он не сможет спасти вас. Не позволяйте Иезекии убедить вас доверять Господу, говоря, Господь обязательно спасет нас». Сеннахериб и его люди насмехаются над Богом Израиля. Около 185 тысяч ассирийских солдат окружают город. Представьте себе страх населения города. Эти солдаты уже уничтожили Иудею и Израиль, и теперь они стоят у стен Иерусалима. Но затем Библия рассказывает нам о великом чуде, которое произошло здесь. В ту же ночь ангел Господень вышел и убил 185 тысяч мужчин в лагере ассирийцев. Утром, когда оставшиеся встали, там лежали все эти тела. И тогда Сеннахериб, царь Ассирии, снял лагерь, ушел и вернулся в Ниневию и остался там. Ангел Господа уничтожает большую часть ассирийских солдат, и таким образом Иерусалим был спасен. Любовь Бога к Иерусалиму и к Израилю дает мне уверенность, что у жестокости и ненависти нет будущего. Будущее есть только у любви и веры. Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.